Всем привет! Чтобы увидеть впечатляющие природные ландшафты, совсем не обязательно ехать в Швейцарию. Украина тоже богата красивой природой и пейзажами. Так, в Черкасской области есть село Буки, о котором, может быть, никто и не знал, если бы не здешние эффектные панорамы, напоминающие горные рельефы Швейцарии. Букский каньон и окружающая его природа массово привлекают любителей экотуризма, релакса на природе, вдали от шумных городов. До Букского каньона 180 километров от Киева, 50 километров от Умани, 160 километров от Черкас. Оригинальное название поселка связано по одной версии с деревом бук, а по другой со словом бук, что значит водоворот на речном пороге. Буки основаны в XVI веке братславским, звенигородским, винницким старостой Ежи Струсем. В 1613 году они впервые были отмечены на карте как Струсь-город. Ежи, он же Юрий Струсь, построил здесь замок. Он был разрушен татарами. В XVIII веке городок восстановили после разрушения татарами. За века у него поменялось много владельцев. Буки XIX века славились как торговый городок. Каждый вторник здесь проходили базары. Это был один из центров торговли хлебом и мукой на Киевщине. В Буках на реке Горный Тикич действовало 6 водяных мельниц. Одна из них осталась в истории. Ее нарисовал в 1781 году во время путешествия по Украине французский художник Жан-Анри Мюнс. Каньон расположен на реке Горный Тикич возле села Буки. Собственно, отсюда и название. Он довольно узкий, но в то же время глубокий. Его ширина колеблется в пределах 20-40 метров, а максимальная глубина достигает 20 метров. Длина самого каньона около 5 километров. Гранитным породам, через которые протекает река, в районе 2 миллиардов лет. 2 миллиардов лет, только задумайтесь. В этом месте нереальная энергетика, и вы точно ее почувствуете. Букский каньон – памятник природы, охраняется законом. Вы только представьте, по подсчетам ученых, природное чудо образовалось еще в протерозойскую эру. Это извилистое место – дом 86 представителей флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу Украины и Европейский красный список. Местные обожают родные пейзажи, а локацию с гордостью называют «маленькой Швейцарией». И неудивительно, ведь Букский каньон очень похож на скандинавские фьорды. Каньон начинается с искусственного водопада, образующегося благодаря двухметровой плотине ГЭС. Дамба уже давно не функционирует, но это не мешает воде падать вниз, рассыпаясь на тысячи капель. Букская ГЭС – одна из первых в Украине малых гидроэлектростанций. Ее строительство началось в 1927 году под лозунгом Советов об электрификации всей страны. К работам привлекли местных жителей. Люди вынуждены были голыми руками, без машин и оборудования, копать котлованы и каналы, таскать камни, замешивать огромное количество бетона. В ноябре 1929 года ГЭС впервые запустили. Это было событие для того времени. Сначала станция обеспечивала электроэнергией Буки и Маньковку. Потом более 30 близлежащих населенных пунктов. В 1979 году Букская ГЭС была закрыта. Потребности в электричестве увеличивались, а станция уже не производила достаточного количества электроэнергии. В 1980-х годах оборудование ГЭС растащили, разворовали. Теперь от станции остались руины, но они гармонично вписались в местный пейзаж.
Обязательно надо остановиться у водопада переката Выр. Это в самом начале каньона. Река там обрывается с гранитной глыбы, образуя шумный двухметровый водопад. Возле него в 19 веке построили большую водяную мельницу, от которой сейчас осталось только одно название. Еще одна интересная достопримечательность каньона – скала Родионова. Этот уступ назван в честь известного украинского геолога-географа. Сюда частенько съезжаются альпинисты. Они говорят, что тренироваться в скалолазании можно даже на скале в виде человеческого профиля в самом конце каньона. Через реку перекинута деревянная конструкция. Это остатки декораций к съемкам фильма о казаках под названием «Абсолютно лживая история». Букский каньон снимался также в клипах и телепередачах. Например, в клипе Грохотского «Будь со мной» и в одном из выпусков «Битвы экстрасенсов». Вопрос о возрасте реки Горный Текич остается без ответа. Точной и правильной информации об этом нет. Еще один интересный факт о реке Горный Текич, что в настоящее время ее название искажено. Раньше она называлась Угорский Тикич, что впоследствии трансформировалось в Горский или Горный. И действительно, гор здесь никаких нет. Хотя на протяжении каньона, где река протекает среди высоких живописных скал, можно сказать, что она оправдывает свое новое название. По скалистому берегу реки раскинулся широколиственный лес – клены, дубы, ивы, ясени и другие. В воде растут белые и желтые кувшинки. А еще здесь есть Букский Стоунхендж. Представляет собой 15-тонный камень, который висит с обрыва. Скалы образуют ворота, а этот валун лег поверх неровно, как будто его туда положили. Но все создано природой. Букский каньон – это изумительные виды и единение с природой. Только представьте, вы сидите на камне у реки и слушаете, как она поет вам свою нежную песню. Эту песню вы запомните навсегда.